Привет! Я Александр. Я Вероника, мы семья Такан на канале Такан Лайф, и уже 7 месяцев мы живем в Аргентине. Наконец-то мы решили, точнее записываем это видео, что же все-таки нужно вести с собой для маленьких деток. Собственно, мы будем рассказывать о том, что здесь есть, что у нас было. Все ссылочки у нас в описании на ресурсы, где можно будет все найти. Когда вы видите цены, особенно не пугайтесь, хоть переводчик и говорит, что это доллары США, на самом деле это аргентинские песо. И ссылка на то, где можно посмотреть курс актуальный, будет тоже там же в описании. Поэтому не забывайте лайк, подписка и поехали. Помнишь, когда мы сюда собирались только, мы читали аргентинские чаты, и там бытовало мнение, что какой ужас, здесь ничего нет, все везите с собой. Любопытно получилось, здесь много есть. Ну и начнем с самого главного, что облегчает жизнь современного родителя. Как вы думаете, что это? Конечно, это они, подгузники. Здесь есть разные подгузники, и всем известные хаггисы, памперсы и местные производители, как, например, Даффи. Чего здесь точно нет, это японских подгузников. Но тащить их сюда абсолютно не обязательно, потому что вам их все равно долго не хватит. Это я не представляю, какое количество нужно с собой притащить, чтобы это имело смысл. Баул, чемодан. Первое, о чем мы задумались, это приобретение коляски. Себе мы взяли коляску местного производителя Користина, модель Deluxe. Она состоит из 2 элементов и на 4-колесной базе. 2 элемента — это детское кресло, автокресло, автолюлька, прогулка-трансформер, которая превращается в... Но она лежачая колыбелька и может превращаться в сидячую коляску, когда ребенок уже может сидеть. Мы взяли такой вариант, чтобы сэкономить место в квартире, потому что брать отдельную колыбельку, отдельно кресло и отдельную прогулку, решили, что это слишком расточительно для малого пространства местных аргентинских квартир. Даже колесная база тоже складывается, собирается, и она очень устойчивая. В общем, мы абсолютно довольны. Ссылку на сайт Користина мы дадим в описании. У этого бренда очень много разных всяких детских штуковин, поэтому посмотрите, приценитесь. Новая коляска, аналогичная нашей, стоит на сегодняшний день примерно $690. Но всегда можно немножечко сэкономить, примерно 50% будет скидка, если вы будете брать в чатах российских экспатов, тех, кто улетает. Очень хорошая выгода получается, коляски довольно часто в хорошем состоянии. Гарантия у этого бренда год. Ну, в общем, изучайте. Также в описании мы разместим ссылку на еще один местный бренд Love. У них тоже много разных колясок. Просто посмотрите, прицените. Дальше мы взяли кроватку. Здесь их большое количество, множество. Начиная от простых деревянных до приставных и манежей. Мы себе взяли кроватку приставную и в итоге храним в ней вещи. Август в ней спал всего 2 раза. Кто делал, также ставьте лайк. Да, спал он все равно с нами на кровати. Но идея была хороша. Следующее, что мы покупали для ребенка, это ванночка. Они здесь есть складные, есть литые, пластиковые. В общем, тоже ассортимент прекрасный. Мы выбрали вариант на ножках. Я сначала думала, что конструкция будет шаткой, но оказалась очень даже удобной. У нас ванночка на ножках, и еще у нее же есть такая пеленальная доска-столик сверху кладется. Очень удобно, прям рекомендую. Но есть нюанс. Так как у нас малышка получился очень большой, мы его искупали там 1 или 2 раза и больше ей не пользовались. И мы купили просто горку и пользовались ей. Да, горки бывают разные. Пластиковые, которые отдельно устанавливаются в ванную, а есть даже те, которые идут просто сразу же в комплекте с ванночками маленькими. У нас простая горка, которую мы используем в обыкновенной нашей ванной. Очень удобно, смотрите, что была присоска. Мы свою покупали просто в панелерии. Коконы и гнезда. Классная штуковина, которая позволяет убаюкивать малышка прямо на коленочках, вот, и перекладывать куда угодно. Также еще можно пристегнуть его к нему, к кокону, и положить рядом себе на виду, чтобы он там дерзал, крутился, вертелся, пока ты готовишь себе обед. Свой кокон мы приобрели у экспатов, он российского производства, но в целом есть здесь и местные бренды, я видел. Наверняка, да, ссылочку прикреплю. Детская одежда, мы ее покупали мало, нам много подарили, но кое-что все-таки покупали. Во-первых, магазин Букита, большой выбор, ссылочку дадим. Следующее, в больших супермаркетах, например, вот у нас рядом, тоже есть неплохой ассортимент. Если вам что-то нужно, вы точно найдете, во что ребеночка одеть. Вот пример. Недавно, месяц назад, покупала бодик с коротким рукавом, приятная ткань, хлопок, 2500 песо можно брать. Но есть нюансы. Первое, это почему-то в моделях с длинным рукавом очень узкая рука.
все, что я видела и пробовала потом натягивать на ребенка, надевалось очень трудно. Следующий нюанс. В местных чатах я встречала мнение, что она плохого очень качества и после стирки расползается. Я с таким не сталкивалась. И следующая специфичная размерная сетка. Этот бодик, который я купила август недавно, на нем написано 18 месяцев. Августу 5. Он, конечно, крупненький, но не настолько. Пеленки. Их, как вы знаете, много разных, прикольных. В общем, первое, это пеленки из муслина. Лично я везла из России. Ну, так случилось, я их случайно как-то купила. Да, вот такие вот классные, дышащие на аргентинское лето. Прям прикольная штука. И ребенка укрыть, и после ванны протереть. Очень хорошо впитывают и быстро сохнут. Здесь их тоже можно купить, но девчонки, которые покупали, говорят, что цена такая кусачая. Но опять же есть. Ссылочки прикреплю. Пеленки непромокаемые. Очень удобная штука, особенно когда я про них узнала и увидела, что их особенно удобно использовать для того, чтобы ребенок поголопопил. Какое-то время провел, там, тоже подышала, все дела. В общем, здесь их я не нашла. Мне потом привозили из России. Пеленки непромокаемые, одноразовые. Они продаются в аптеках. Но здесь цена у них довольно кусачая, она выше, чем в России. Но, тем не менее, есть. Поэтому все-таки непромокаемые пеленки многоразового использования – это очень даже хорошо. Ну и просто обычные пеленки, обычные тканевые пеленки здесь тоже есть. Но мы просто поехали на улицу Онса и купили ткань. И ее нарезали, и практически, на самом деле, не используем, так местами подстелить, но мало. Следующая важная штука для развития ребенка – это коврики. У нас есть два коврика. Один у нас чисто для прогулочек. Это большой складной коврик, который разворачивается в круг за счет затягивания веревочки. А второй коврик мы купили, который у нас для дома. Классный, легкий, его можно всегда сложить в сумочку, компактный. На пикнике мы иногда и берем и большой. Игрушки для развития ребенка. Здесь тоже есть. Первое, что мы купили август, это был гимназиум, такая вот перекладинка. Он начал в него играть, наверное, месяца на втором. До этого было трудно и фокусироваться, и руки тянуть. Потом он, конечно, вообще раздухарился, ему очень понравилось. Мы на него еще навешиваем всякие разные другие штучки. Эти гимназиумы можно покупать, они есть разные монтессори игрушки, самодельные, ручной работы, вязаные, деревянные, всякие. Вариантов много, тоже поделюсь всеми ссылками в описании. Отдельная любовь — это игрушки, которые сшила моя мама, и потом нам вязали еще моя и твоя мамы. Ну, бабушки сделали там классные игрушечки. Это, конечно, ему очень-очень нравится. Игрушки сделаны своими руками, это, конечно, классно. Подушка для кормления. Подушка для кормления. Подушка для кормления. Моя любимая. Да, моя любимая подушка для кормления. Прекрасная штуковина, когда у вас кесарево и ребенок весит много килограммов. Как в нашем случае. О том, сколько Август весил, вот в этом видео, ссылочка еще в описании будет. Еще эта подушка удобна для дневного сна папы. Да, внезапно обнаружилась у нее такая функция. Дополнительная. Пеленальный стол. Тоже штука очень удобная, если у вас болит спина или если есть шов. Мы свой делали на заказ. Опять же, здесь можно купить и готовые. Есть вот такие раскладные на ножках. Есть стационарные столы, комоды. Мне зашло. Хотя знаю, что не все пользуются, кто-то пеленает на кровати. Шезлонги, наверное? Шезлонг? Кто-то такой, мы шезлонги не брали. Августу прекрасно зашло кресло от коляски, и он сидит в ней, болтает ножкой, раскачивается и смотрит за тем, что мама себе вкладывает молочко, из чего ему приготавливает. Удобно. Я готовлю, сажаешь его в люльку, и он потом смотрит, и достаточно много может просидеть спокойно в ней. Ну и еще рюкзачки со слингами. Мне, конечно, больше всего нравятся слинги. Они бывают здесь разные, как зимние варианты, так и летние варианты. Рекомендую брать летний вариант, можно носить в любое время, просто малышка теплее одевать. Просто рюкзаки для детей, для переноса. Да, для переноса детей. Очень удобная штука, тоже, что ребенка складываешь туда, и он там у тебя уже сразу сидит. Не надо ничего заморачиваться, завязывать. Нюансы по рюкзакам, они ограничены по весу, со скольки-то месяцев. Обязательно там какая-то специальная позиция для ножек. Ну, в общем, мы свой только недавно купили рюкзак, до этого пользовались слингом. Косметика для малышей. Еще когда я была в России, мне сразу сказали, купи вот эти вот 2 пузырька, без них вообще никак. Один из этих пузырьков был, точнее, не пузырек, а тюбик. Это был крем под подгузник Веледа с календулой. Здесь тоже его реально найти, можно привезти с собой, можно найти здесь. Часто взамен ему здесь при раздражении у ребенка 5-й точки используют крем
Гипоглосс, самый ядреный. Синий, говорят, запах не очень, но помогает хорошо. Он с цинком подсушивает опрелость и все такое. Здесь тоже есть в аптеках, ссылочки размещу. То, с чего начинается уход за кожей младенца, это масло, я не знаю, молочко, алео-калькалео. Его даже указывают роддома, говорят, приносите с собой. Первородный кал меконий отлично им смывается, и потом для ухода прекрасно работает, даже в каком-то смысле лучше, чем вода, но вот у августа прелостей практически не бывает. Здесь оно продается, такое местное средство. Все, кто попользовались им здесь, потом ищут аналоги в России, потому что, правда, очень удобно. И следующее, что тоже часто говорят, везут с собой из России, ищут без ума, потом здесь продают, перекупают в чатах, это Пурилан, это средство для ухода за грудью. На мой взгляд, совершенно не обязательно его искать. Здесь есть классный крем, называется Буши. У меня Пурилан не было, был Буши, все отлично. Ну и Бипантен, знакомое нам еще из России средство, тоже есть в аптеках, везти с собой не обязательно. Где все это можно брать? Это Mercado Libre, маркетплейс одной соцсети, начинающейся на F, специализированные магазины, аптеки и какой там у нас был? И супермаркета, а потом еще барахолка. Да, самая шикарная барахолка, да. Это продают. На все это ссылки будут в описании, как всегда. Друзья, мне кажется, видео архиполезное и архиважное. Если вам было полезно, то ставьте лайк. Напишите в комментариях про те товары, которые мы не указали. Мы снимем по ним короткие шоты про обзор и выложим. И еще разочек. Если вы переходите по ссылке и видите там какую-то совершенно невероятную сумму, написано $, США, все-таки не пугайтесь. Скорее всего, это песо. Актуальный курс для перевода мы также разместим в описании. Это ссылка на чат, где мы меняем деньги. Ну а понять, что вам пригодится в уходе за ребенком, можно только на практике. Так что желаем вам экспериментов. До встречи в наших новых видео и на просторах Аргентины. Да. Пока, с вами была Вероника и Саша, и Август спит. И это хорошо.